Приветствую всех на канале. Приехал такой Peugeot Ion, и владелец говорит, что автомобиль не заряжается. При этом автомобиль на ходу и перемещается. Начали диагностировать ее, и сейчас посмотрим, что у нас за проблема. Так, у нас есть ошибки по низкой температуре инвертора, непонятно что. Короче говоря, у нас конвертер, ошибка. Ошибка зарядки автомобиля в состоянии нестандартной операции. Интересно, что это за ошибка. Короче, много у нас ошибок, но пока непонятно с чем. Line K или K-Line. Ладно, ошибок много, но ничего не понятно. Так, хорошо, что у нас по батарее? Он просила, знаешь что? Просила подключить зарядный кабель, когда начало диагностики. Fault in communication. Да, она здесь блок чарджер выходит на связь, когда подключил зарядку. Поэтому на многих машинах она не выходит на связь, чарджер, пока не подключишь зарядку. Диагностика не выходит, да? Ну, блок конкретно. И здесь точно я подключался, там вообще ничего. Так, после удаления у нас осталось две ошибки по радио и по приборке. Зарядку достать ставить? Да, вытащи и вставляй. Вставляю. Давай. Так, зарядка у нас идти не хочет, сразу загорается машинка с восклицательным знаком. Сейчас посмотрим, что у нас, какие ошибки у нас появятся. Автомобиль к нам приехал в таком состоянии. Откручена крышка, снят откуда-то предохранитель сверху отсюда, видимо. При диагностике было выявлено, что нет зарядки, не работает чарджер. Соответственно, вскрыли блок, осмотрели входную часть, все исправно. Напряжение есть. На выходе было выявлено соединение контактное, то есть нарушение клемм, перегрев, подгар. Соответственно, не было контакта силовой части 300 вольт DC. Сейчас будем снимать чарджер и просматривать все контакты, потому как говорится, электроника — это наука о контактах, то здесь как раз проблема в контактах. Но проблема в том, что автомобиль уже заряжается, но пока что 12-вольтовый преобразователь у нас не работает, и 12-вольтовый аккумулятор у нас, соответственно, не заряжается. Поэтому будем устранять сначала один дефект и смотреть за вторым дефектом. Поэтому для начала будем устранять то, что есть явное. Здесь все что-то наколхожено. Отверстие какое-то, вернее, какое-то отверстие заклеено герметиком. Непонятно для чего это сделано. В общем, в автомобиле слишком много загадок, слишком много вопросов, мало ответов. Но в процессе разборки увидели один такой момент, что здесь он антифриз. Голубенький антифриз. И здесь, видимо, охлаждение открытого типа. У нас уже был такой автомобиль, вернее, не такой автомобиль, а тоже Mitsubishi, только то был Outlander. И была проблема с тем, что выгнил алюминий, и инвертор залило антифризом. И здесь похожая ситуация, видимо. Либо антифриз сюда заливают очень качественный, либо алюминий не очень качественный. В общем, будем снимать, сливать антифриз, смотреть, каких тут наделал дел этот антифриз. Разобрали блок с Peugeot, и здесь нас ждал вот такой вот сюрприз. Здесь у нас есть немножко антифриза и немножко погнила плата. Вот теперь вопрос, будет ли это жить или не будет. Надо будет, наверное, все это под микроскопом посмотреть, да? Еще неизвестно, что на той стороне платы. Сейчас Ну да. откидывать. Откидывать. Да, конечно, скидывай и будем смотреть. Скидываем, моем,
Да, и заодно проверить этот пред тоже, целый, не Сейчас целый. я перезвоню, да. Сейчас. Если можно, я хотел его проверить. Печалька. Я думаю, что из-за этого преда. Не было зарядки, да? Ну, у нас вопросы были по тому предохранителю, который сетевой. Вот он, вход 300 вольт. Он в обрыве. Не звенит, да? Пищит, не пищит. Он в обрыве. А вот этот? Это выходной, 12 вольт. Это целый. Не пищал. Так, этот Ну, да, целый. вот этот вот сетевой сгорел. Угу. То есть пока этот сетевой не сгорел, горел вот тот, который мы меняли от батареи. То есть когда контакторы главные включаются, сюда приходила DC с аккумулятором и запускалась зарядка. И, соответственно, предохранитель, который там... И вот хорошо, теперь вопрос. Стоит ли это оживлять или же все-таки его нужно менять? Если драйвер запустится, драйвер, силовая часть, то есть все нормально будет, то тогда, в принципе, проблем не будет. Ну, то есть помыть, почистить. Да, только вопрос, сейчас запустится, а что здесь с дорожками, с переходами? Да, вот вопрос, сколько она проживет дальше. Потому что, видишь, здесь переход почерневший. Ну, тут прогнило. И это межслойка. Ну, это плохо. Надо рассмотреть под микроскопом. Сейчас. Да. Разобрали чарджер, и вот что мы здесь нашли. Несколько мест было, где сгорели дорожки. То есть повреждение дорожек, восстановили одно, второе место дорожек. Также заменили дроссель входной. На нем был пробой. Пробой И, был. кстати, пробой виден на этой На крышке. плате, да. И здесь вот еще что-то уже делали. Здесь уже были люди с силиконовым герметиком. И здесь поломанная такая вот часть. Видимо, тоже пытались отклеить крышку. Чем мы будем сейчас заниматься? Будем греть ее, потому что у нас сюда попал антифриз и наделал здесь немножко дел. Также отмыли все детали, то есть фильтра, предохранители, которые были окислены в коррозии. Все отмыли, очищены. Теперь нам еще этот предохранитель нужно заменить. Да, заменить надо предохранитель. 10 амперный. С этой стороны тоже все отмыто чисто. И будем пробовать. Сначала разберем здесь, нагреем горелкой, вскроем крышку эту, посмотрим, где у нас есть подозрительные места. И тогда дальше будем понимать, что делать. Но вроде как чарджер и DC-DC преобразователь должен работать. В общем, будем заниматься. А вот и сама плата чарджера. И не было зарядки по причине того, что... Вот, да. Дефект контактного соединения. То есть Подгорел контакт. Да, видно, что он подгорел здесь хорошо. Там есть криво подогреванный. И из-за этого у нас автомобиль не заряжался, но уже заряжается. Но это, скорее всего, уже здесь, возможно, был плохой контакт при сборке. Потому что сюда явно лазили, и что-то, видимо, мама была разжатая, и из-за этого хорошего контакта не было. Да, плохое переходное сопротивление и выгорел. Сняли крышку. Вот здесь, в этом месте не было резьбы. И сейчас пересверлим резьбу. И обломанный болт, да? Ломаный, заржавевший болт. Был обломанный болт, и вот не высверлили, и замазали герметиком. Теперь мы устраняем эту недоделку, будем восстанавливать, и заново проклеим герметиком. Серега, а где, ты говоришь, была плохая проклеена? Вот, смотри, везде адгезия, вот все идеально, да, шов идет, ложилось. Вот здесь это место, вот герметик слоем лежит толстым. То есть или не дожат, ну вот видно прижато было, или вот здесь вот что-то, деформация, то есть самой верхней части. Короче, здесь была В проблема, верхней части то же самое, да. Все остальное адгезия, все идеально подлегало. Угу. Короче, немножко добавить слесарных работ. У нас электронщики не только электронику восстанавливают, но и механику. Восстановили этот блок, уже начали собирать, убрали заломы, которые были, и заново проклеили на герметик, почистили все, и Вот теперь это все, замененный. да, болт заменили, перерезали резьбу, и теперь восстанавливаем. Сейчас скручиваем его, подкинем на автомобиль, проверим, чтобы автомобиль у нас заряжался от переменки и работал DC-DC преобразователь. И тогда будем, если все работает, будем собирать его на автомобиль. Да, обязательно проверим на герметичность еще. Герметичность надо проверить потом еще.
И сейчас проверим на герметичность все. Дали давление 1 атмосферу и посмотрим, будет ли падать или нет. Устанавливали уже на автомобиль, вернее, подкидывали на автомобиль. И у нас уже работает и DC-DC преобразователь, и AC-DC чарджер. Переменку преобразует в постоянку. То есть все у нас уже работает. Остался только момент, по какой причине попал антифриз. И если мы сейчас убедимся, что проблемы нет, то можно будет его устанавливать на автомобиль. Прошло где-то 1,5 часа, давление у нас не упало. А это значит о том, что у нас сейчас система герметичная, и можно блок скручивать и устанавливать на автомобиль. Устанавливаем чарджер, пока крышку еще не прикручивали. Предохранители уже установили новые, которые первоначально там были перемычки. И сейчас подкинем все на место. Еще раз проверим, чтобы все работало, потому что после ремонта всякое бывает. Так, ну все работает. Теперь нужно клеить его и заливать антифриз. Такой вот был ремонт. И если вам нравится такой контент, то подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного по ремонту электромобилей и гибридов. До скорых встреч. Всем пока.